Представьте, вы сидите на стуле всего в 15 метрах от огромной ядерной ракеты, из которой капает ядовитое топливо. Одна искра, и все живое вокруг превратится в пепел. Именно так началась самая страшная и засекреченная трагедия в истории космонавтики. В СССР об этом молчали 30 лет. Газеты врали про авиакатастрофу, но правда была куда страшнее. Элиту советской инженерии сожгли заживо ради подарка к празднику. Октябрь 1960 года. Холодная война на пределе. Никита Хрущев требует от конструкторов показать Америке Кузькину мать. К годовщине Октябрьской революции СССР должен запустить новейшую баллистическую ракету Р-16. Это монстр весом 140 тонн, способный стереть с лица Земли любой город в США. Сроки горят. На космодроме Байконур люди работают сутками, спят урывками прямо в цехах. Все понимают, ракета сырая, она не готова. Но приказ из Москвы обсуждению не подлежит. 23 октября, за сутки до старта, происходит ЧП. На заправленной ракете прорывает пиромембраны. Из двигателя начинает капать топливо, смесь азотной кислоты и несимметричного гидрозина. Это не просто горючее, это смертельный яд. По всем инструкциям это красный код. Старт нужно немедленно отменять, топливо сливать, а ракету везти на завод для промывки. Это задержка на месяц. Но главный маршал артиллерии Митрофан Неделин, ответственный за пуск, произносит фразу, которая станет приговором для сотни людей. Что я скажу Никите? Ремонтируйте на месте. Это было безумие. Инженеры полезли с паяльниками внутрь заправленной ядерной ракеты. Вокруг стоял едкий желтый туман от испарений кислоты. Конструкторы нервничали. И тогда маршал Неделин решает показать пример мужества. Он требует принести ему стул и садится всего в 17 метрах от подножия ракеты. За ним, не смея уйти, выстраивается вся элита космодрома. Ведущие конструкторы, генералы, инженеры. Никто не мог покинуть площадку, пока там сидел маршал. Они сами себя загнали в ловушку. 24 октября, 18:45. До готовности 30 минут. В бункере управления механик случайно замыкает не тот контакт. Происходит то, чего не должно было случиться никогда. Двигатель второй ступени запускается прямо на стартовом столе. Мощная огненная струя ударяет вниз, прожигает баки первой ступени и... Взрыв был такой силы, что его зарево видели за 50 километров. Это не был обычный пожар. Это была огненная лавина температурой в 3000 градусов. Маршал Неделин и те, кто стоял рядом с ракетой, исчезли мгновенно. От них не осталось даже тел. Они просто испарились. Те, кто был чуть дальше, пытались бежать, но горящий гудрон на асфальте мгновенно расплавился. Люди вязли в нем, как мухи в клее, и сгорали заживо, не в силах сделать и шага. Автоматические камеры, которые должны были снимать старт ракеты, бесстрастно записали, как живые факелы мечутся в огне. Всего за пару минут погибло, по разным данным, от 78 до 126 человек. Цвет нации. Лучшие умы. Когда пожар потушили, на месте, где сидел маршал Неделин, нашли только оплавленную звезду героя, наручные часы и одну пуговицу. На следующее утро весь мир прочитал в газете «Правда», маршал Неделин погиб в авиационной катастрофе при исполнении обязанностей. Родственникам других погибших велели молчать. Им выдали свидетельство о смерти с размытой фразой «несчастный случай». Правду о том, что на самом деле произошло на 41-й площадке, засекретили на 30 лет. Катастрофа. Неделина стала страшным уроком. Физику нельзя обмануть идеологией. Спешка и страх перед начальством стоили жизни сотни талантливейших людей. Ракета Р-16 все-таки полетела, но уже позже. А на Байконуре до сих пор есть традиция. Перед пусками никогда не выходить на стартовую площадку, если ракета заправлена. Подписывайтесь на код доступа. Здесь мы рассказываем историю без цензуры. Напишите в комментариях, как вы думаете, можно ли было избежать трагедии, если бы Неделин не проявил такое упрямство? До встречи в следующем выпуске.